Вот, можете потом, ну, вообще так и делайте, да, в повторе. Посмотрели. По поводу гантель я рекомендовал, может, кто не слышал, брать сразу набор, потому что все равно, если вы будете прогрессировать, заниматься, ну, нету смысла брать 2 килограмма, 3, 4, они выйдут дороже. То есть... Bro, I not don't good speak English. Sorry. Hi, привет. Hi, bro. Hi. Subscribe, like, comment. I am boxing, bodybuilding, CrossFit training. Combat training live. Subscribe. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Вот, ребята, по поводу гантель я не договорил. По поводу гантель. Сразу берите набор. Они дороже, потому что если вы начнете тренироваться... Thank you, bro, thank you. Good evening, thank you. Good training. Сразу, ребята, кто начинает тренироваться, да, ну, планирует, потому что сейчас уже лето, да, я уже вижу, и люди пишут, много вопросов задают по поводу тренировок. Берите сразу себе набор гантелей, набор, потому что вы начнете, возьмете 2 килограмма, 3-4, там такие, ну, потом просто это по и финансово, да, это затратно будет, да, брать гантели одного веса. И, ну, вам уже там вес пойдет, да, захочется больше, у вас не будет. А так вы взяли набор, да, 20 килограмм, вот, допустим, как у меня, 20-килограммовый набор, и вы там начали с 5-килограммовых, с 6 тренироваться. Прогресс пошел, уже дошли до 10, то есть они бежите в магазин, да, покупаете гантели другие, следующие. То есть возьмите сразу такой наборчик, да, которые собираются, вот они у меня там есть. Да, я докупил еще потом, мне, когда вес чуть-чуть больше нужен был, я докупил, спокойно заказал 2 блинчика еще, да, докупил. Вот. А это рекомендую с личного опыта, да, чтобы вот, и финансово меньше затрат было, да, на инвентарь, и оптимально, то есть можете вес регулировать, можно и для выносливости вес там небольшой делать, и можно боксировать ими же, вы же не снимете, если на гантели уже одето, да, 4 килограмма, а с этих вы можете все снять, оставить одни грифы, и грифами заниматься, боксировать, то есть, ну, преимущество в любом... Спасибо. Да, пожалуйста, Игорек, ну, это просто с личного опыта, да, потому что вдруг человек, кто-то начинает заниматься только, да, сейчас, ага, услышал там 5 килограмм, побежал, взял 5-килограммовые, они 5-килограммовые стоят в 2 раза дешевле, чем набор, понимаешь? А потом скажут, о, этот там посоветовал, я пошел, на следующий раз 7 надо брать уже, да, потом 10. Сразу взяли набор и все, регулируете себе, какой вес нужен. Вот. Ну, это такое, да, по, как сказать, по повестке дня, по спортповестке, да, то, что сегодня хотел сказать, вот с такого интересного. Эйджи, добрый вечер, да, чуть-чуть рассказываю сейчас. Будем начинать, разминка будет. Вот, сегодня буду Эйджи показывать, очень важно, пока не забыл. Да, это всех касается, очень важно, кто занимается боксом, буду показывать, как правильно гантелями заниматься, как правильно резиной заниматься. Потому что бездумно, там, что попало, вот это махать и там гантелями размахивать, это, ну, смысла нет от этих тренировок. Вот, есть специальные, ну, как бы надо специальная траектория должна быть, специальная техника выполнения, потому что мышцы должны работать по той траектории, по которой ты, ну, если ты боксер, по той траектории, которой ты наносишь удар. Вот, сегодня я буду об этом рассказывать подробно. Тренировка, может быть, чуть-чуть затянется по времени, но я хочу уделить внимание, эта тема важная, потому что много людей хватают просто, да, ну, та же ребят, кто боксом занимается, просто бездумно вес, либо же там турник, либо же штанги хватают, себе делают или закрепощают, или ухудшают, допустим, ту же скорость или выносливость. То есть надо все упражнения делать грамотно. Сегодня будет об этом тема. И я буду показывать вот, и рассказывать в процессе тренировки, как тренироваться, да, чтобы не потерять скорость, не потерять ну, как бы в основном за скорость идет разговор, да, чтобы не было крепатуры, чтобы как заниматься весом, конкретно гантелями, конкретно борцовской резиной, без потери скорости, да, без ухудшения, чтобы это не влияло на боксерскую технику, да, на
скорость удара, вот, на реакцию. То есть только тема будет, как улучшить силу и выносливость, да, без потери скорости. Вот это тема сегодняшней тренировки. И сегодня я буду показывать упражнения, которые... Кто, ребята, не знает, там можете почитать в описании, есть какие будут сегодня упражнения. И подписывайтесь, кто хочет дома, кто, вернее, кто не планирует тренироваться, не знает, с чего начать. Вот, не может там в зал собирается уже годами. Вот у меня на канале вы можете найти всю информацию, как заниматься, с чего. Привет, ребята. С чего начать, да, какой спортивный инвентарь, питание, тренировки с гантелями, без гантелей, основы бокса, упражнения с эспандером. Сейчас занимаюсь, я тебе позвоню, подъедешь и пойдем. Мы же договаривались, сегодня суббота, можно по 50 грамм. Вот, только я сока буду 50 грамм. Мы же договаривались, Новый год или день рождения. Все, у меня других нету поводов. Вот. Так что, ребята, кто желает, подписывайтесь, пожалуйста. Да, приходите на тренировку, смотрите комплексы. Смотрите комплексы мои. Бонжур. Смотрите мои комплексы, и кому интересно, да, я в эфире стараюсь выходить 2-3 раза в неделю минимум. Вот, чтобы, как служба поддержки. Вы занимаетесь по моим программам, да, по моим упражнениям, я за них отвечаю, я же людям их выложил, да. Я с Бельгии занимаюсь спортом, боксом, смешанными единоборствами. Ну, сейчас конкретно боксом занимаюсь, да, и чуть-чуть показываю людям, вот, делюсь своими знаниями. А вы откуда? Извините, что на вы. А вы откуда? Чем занимаетесь? Вот, поэтому, ребята, кому интересно, пожалуйста, подписывайтесь. Вот. И класс, я тоже с Украины. Только я не якудза, я боксом занимаюсь. Не состою ни в каких этих... Как это? Якудза, это ж какая-то ОПГ, да, по-моему? Я не... Вот. Так что, ребята, всех приглашаю, желающих, кто хочет начать. У кого нет времени, может быть, в зал ходить, да, хочет дома заниматься. У меня нету никакого разряда, я любитель. Я с города Сумы, ребята, Сумы, Украина тоже. У меня нету разряда, я кандидат в мастера спорта. Ну, и выполнял и в разных видах спорта, и на мастера. Ну, я любитель вообще. Здесь, я сейчас в Европе живу, здесь нету. Здесь же нету, ну, может, вы не знали, здесь нету разрядов, здесь есть любители, аматоры и профессионалы. Вот, спасибо, ребята, за лайки, да, я дальше занимаюсь. Уже решил, думаю, раз уже, да, это как я и рассказываю, кто начал однажды, да, кто бокс полюбил, тот уже с ним не расстается, тот уже занимается им, да, до конца жизни. Сколько сил хватит, здоровья, да. Спасибо, ребята, спасибо. Ребята, заходите, ставьте лайки, пусть YouTube чуть-чуть разгоняет эфир, да, может, кому-то кто-то, ребята, ищет, да, как тренироваться. Ну, я ж, понятно, что да, в любом спорте может и штанга на голову упасть. Ну, поэтому и учим, да, вот я лично, у меня цель такая, я делюсь своим опытом, да, своими ошибками, да, с молодежью, рассказываю о защите много, о передвижении. Для этого эфир и сделан. Да, лучше я и боролся. Тоже борьбой тоже могут воткнуть так, да, головой, прогибом или через бедро кинуть так, что бокс покажется это так, подарочком, да, хлопушкой легкой на Новый год. Да, я, ну, прогиб это что тоже в борьбе. Я занимался вольной борьбой, поэтому... Ну, стараемся. Ну, как бы я по защите уделяю достаточно много времени, тренировок и молодежи рассказываю. Вот кто приходят, ребята, кто в эфиры приходят, я рассказываю много о тренировке, о защите именно, о передвижении на ногах, потому что бокса, ну, и база вся она на ногах. В любом случае, поэтому ноги. Вот. Footwork, да, по-английски. Ну, в общем, а сегодня, ребята, силовая тренировка, кто не знает, вот, кому интересно, можно в описании прочитать там в профиле, вот, позадавать вопросы, сейчас разминка будет.
Hi guys, hello everyone. Привет, привет, привет. Привет всем, очень приятно. Всем привет, всем хорошего вечера. Ну, да не, ну если так сразу думать, я вам скажу, я вообще никогда об этом не задумывался, серьезно. Ну, реально, никогда об этом не задумывался, что там, ну, вот, пойду, и там можно травмы получить, колупаясь в носу. Тоже получить травму, да, ну, есть такие случаи, что люди колупались, да, получили травму. Ну, короче, смысл в том, что для мужчины, я думаю, бокс нормально, борьба. Это нормальный вид спорта. Да, есть сейчас куча экипировки, и защита, и шлемы, и капы, там и двойные, и тройные, и универсальные, и бинты какие хочешь, и подушки специальные. Вот, ну, то есть экипировка есть, да, защитная, поэтому... Ну, плюс адекватный тренер на соревнованиях, там и судьи, никто не даст там никого друг друга ушатывать. Ну, понятно, что нокауты, сотрясения легкие. Так тут в жизни люди спортом не занимаются, у них по 20 сотрясений, где-то шел в столб, ударился, да, там, или поскользнулся на льду, или еще что-то. Ого, ничего себе, молодец, 140, прилично. Я вчера на это, ну я сейчас сильно не, на велике на той неделе 20 километров проехал. Я так не загружаю сильно, мне не надо прям, ну, такой километраж. Вот, у меня акцент там 20-30 километров и бег, кросс, челночок вот на ноги. Книги можно сижу. Не, да понятно, конечно, ну, конечно, это травма, вообще любой спорт, он травмоопасен, поэтому надо, вот, я уделяю, ну, я считаю, что я достаточно об этом говорю, да, если вот можете тоже, да, я это, ну, будет это очень правильно, очень мне приятно, если вы будете вот тоже приходить, да, какие-то советы по защите, по той же самой, да, кто знает, ребята, пожалуйста. Вот. Я только за, я специально всех приглашаю. Ну, конечно, не, ну понятно. Я всех и бывалых, и кто сейчас тренируется, потому что приходит молодежь, вот совсем юные ребята, и им надо эта информация вот и о защите, и о разных видах спорта, разницы нет. Бокс, у нас комплексные тренировки, если я говорю бокс, это не обязательно сейчас человек услышит бокс и пойдет дальше. Мы тут делаем, у нас и комплексные тренировки, вот борцы приходят, рукопашники, дзюдоисты, то есть... Так, ребята, сколько времени? 19:05, все, через 5 минут начинаем разминку, потому что время идет. Ну, как тут видно, что видно, я не знаю, сейчас как-то сделать, чтобы было, чтобы обзор был, в принципе. Чтобы обзор был, потому что я буду делать потом. Ребята, лайки не забывайте ставить, пожалуйста, чтобы YouTube вот, разгонял эфир. Там, может, кто-то как раз ищет тренировки онлайн, может, кто-то ищет. Так, оно же. Я так хочу просто поставить. А у меня ветер был, поломалась эта ножка на этой штуке, которая телефон держит. Она падает. Хочу так отрегулировать, чтобы было видно, как я буду делать упражнения. Ого, ничего себе, прилично, класс. Ну, я такие километры не... Пока, во всяком случае, может быть, это мне... Тут, кстати, парень один в чате посоветовал, да, вот на велике. Я начал чуть-чуть выезжать по 20, по 30 километров, по 40 раз в неделю езжу. Как бы просто для функционала, да, чтобы разнообразить работу ног, вот, для бокса, да. Ну, то и мне понравилось тоже на велике, прикольно. Я думаю, я бы проехал там, ну, километров 70-80 спокойно, потому что я сколько, за 2 часа 30 километров проехал. Кардио в горку особенно, да, меняешь темпы. Я согласен, я что-то рассказываю, Алена. Да, что я ощутил реально. И очень хороший прилив энергии потом после катания на велосипеде. Потом очень хороший прилив сил я почувствовал. Мне очень понравилось. И
Вот. Так что, да, и на кардио тоже, да, соответственно. Вот. Так, ребята, сейчас будем начинать. Плюс у меня здесь, да, тут, где я живу, я вот недавно даже увидел, здесь идут специально велотуры, здесь проходят через вот мой регион, проходят дороги целые, специально сделанные через леса, через... Я планирую тоже как-то, может быть, позже, ну, такой, может, ну, не 140, может быть, 100, может быть, 70, может, 80 попробую проехать, потому что здесь, ну, не кататься, это, ну, здесь все выходные, вот, с Франции, Бельгия, сюда приезжают специально люди, здесь 1000 километров идет, проходит европейская трасса, велотрасса, я, ну, блин, буду, может быть, делать велотур, да, у меня там есть, я по воскресеньям выезжаю, бывает, делаю там экскурсии, вот. Я живу здесь 10 километров вообще рядом. 10, вот, велотур, и проходит мимо, вот, где я живу, через этот регион проходит маршрут. Ну, это, ну, я не знаю, он вело называется, то есть асфальтированная специальная маленькая дорожка через леса, там, через поля для велосипедистов. А у меня конкретно вот здесь, где я, 180 километров чисто сделано для велосипедистов по лесам. Вот здесь, по таким красивым местам. Ну, в общем, ну, короче, я к тому рассказываю, что, ну, надо быть в натуре, да, люди мечтают, вот, Алена пишет, да, я хочу, а я здесь, ну, короче, так что у меня уже план на лето, да, вот, просто у меня велика хорошего нет, я, ну, как бы никогда этим, ну, я никогда это не планировал. Да, спасибо, друг, спасибо большое. Вот, никогда это не планировал особо. Но сейчас, думаю, если уже я оказался, да, в таком месте, где это специализировано, это люди едут сюда сотни километров на машине, чтобы здесь велик достать и поехать здесь еще 200 проехать, понимаете, да? Вот, поэтому, ну, то есть я когда буду делать тур следующий, там ребята, ну, подписчики, кто я выложу с фотографиями, ну, вот, чтобы интересно было, да, посмотреть, я проеду, ну, такой план есть. Ну, поделиться с людьми хотя бы, да, вот, то, что могу, ну, пригласить сюда могу, ну, это максимум, что я могу сделать, да, а поделиться тем, что сам увижу, да, допустим, вот эти дороги, где там они проходят, то, что смогу, я сделаю видео, нарезки какие-то, да, потому что действительно места, да, я думаю, у всех знают, у всех есть там в своих, да, регионах такие места, которые, где захватывает дух, вот здесь как раз это такое, вот, люди сюда специально едут с семьями, спортсмены, с ночевками на 3 дня, на 4, летом целые вакансии, ну, целый отпуск здесь сюда в неделю, 2 приезжают, поэтому... Да, понятно, ну, я примерно понимаю, что, да, не совсем удобно, вот. Ну, а здесь конкретно, вот, да, конкретно они занялись, сделали вот такое. Вот. То есть ты едешь, да, машину, вот, а есть некоторые дороги там прямо по трассе, да, отделение сделано для велосипедистов. И это везде здесь, особенно Бельгия, Нидерланды, здесь это у них очень серьезно они этим занимаются, для людей это сделано. Вот. Так, ребята, 19:11. Все, я начинаю разминку делать. Начинаем, как всегда, с шеи, ребят. С шеи идем до стоп. Разминаем весь организм, все тело. Вот, растяжку делаем, будет растяжка ног, стоп тоже. Вот. Вот, ребята, кто только пришел, да, кто не знает, это канал Эфир Здоровья, да, у меня в блоге вы можете найти тренировки по боксу, по пауэрлифтингу, по бодибилдингу, по легкой атлетике, как заниматься, чем заниматься. Вот. О спортивном инвентаре видео.
о упражнениях, упражнения с гантелями, упражнения с резинами. То есть спасибо, спасибо, ребята, спасибо, хорошего вечера тоже и всем вот успехов во всем тоже. Так что, ребятки, кто желает, пожалуйста, может кто-то хочет заниматься, ищет как начать, с чего, потому что я знаю, мне много таких людей пишут. Вот. Ребята, это шраги, да, поднимаем вот так вот ручки, плечики, да, тянем к ушам сюда, вот, к голове. Тоже 15 раз. Вот как будто бы вас спрашивают, а ты знаешь, что будет завтра? Я такой, нет, не знаю. Потому что мы не знаем, что завтра будет. Завтра может быть что угодно. Вот, все, теперь проворотики вот так вот. Это стандартная разминка, ребята, она подходит всем. Вот, кто сейчас зашел, ребята, это обычная общеукрепляющая разминка, она для всего организма. Вот. Теперь суставы. Стараемся в разминке каждое упражнение делать по 15 раз. То есть по 15 повторений, точнее, я извиняюсь. По 15 повторений. Вот. Начали, да, допустим, да, крутим кистями 15 раз сюда, 15 раз сюда. Пальчик взяли, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Минимум 15 раз потянули. Вот, взяли в эту сторону. Раз, два, три. Вот. Чтобы, ну, эффективность. Ну у меня только начало. У меня сейчас 2 часа будет еще и с объяснениями. Я думаю, 2,5. Hey, I can hit you. Guys, hello everyone. Subscribe, like, comment. Guys, sorry, I don't good speak English. I am boxing, bodybuilding, CrossFit trainer. My training live. Subscribe, like, comment, guys. Text SMS. Вот. Блин, мне надо языки учить, времени нет. Ну, короче, это отмазка, я понимаю, времени нет. Вот, стараюсь и английский, и французский учить, но пока слабый прогресс, потому что в YouTube в этот залезешь, надо людям выложить, потому что знаешь, что там важная информация, да, кто-то просил, все, и пошла жара, сидишь полдня, выкладываешь эти шоты. Лучше, ну, короче. Растягиваем широчайшие, ребят. Вот. Ребята приходят, вот, да, и английский, и французский, не могу нормально, этот барьер чуть-чуть есть, вот сейчас надо учить срочно, потому что сообщение удалено. Ну, человек удалил, вообще думает, что это за кадр. This is big foods. Big grand. Ди. Set, окей, норм. Дышайте. Окей, бицепс, фейк бицепс, на. Set, вот, regard. Окей. Set 1 kilo, 2 kilo. Set grand. For to us, set big. No, окей, no problem. Окей. Фейк для спорта. Вот. Ребята пришли тренироваться. Молодежь пришла. Вот. Так и пытаюсь как-то с ними общаться. Так, те, что постарше, они уже привыкли, и там половину на английском, половину на французском с ними разговариваю.
тренировки онлайн, ребята, бокс, бодибилдинг, кроссфит, легкая атлетика. Вот кому интересно, подписывайтесь, в профиле очень много видео уже. Вот как заниматься, чем, с помощью чего, рассказываю в своем блоге, в эфире. Стараюсь быть регулярно, чтобы, да, давать советы, рекомендации по своим упражнениям, комплексам, ну и вообще в общем по спорте. Вот эфир здоровья, приходят ребята с разных видов спорта. Вот можно узнать для себя какую-то информацию полезную, да, о боксе, о борьбе. Много приходит разных спортсменов, и кто сейчас занимается, и кто раньше занимался, и кто хочет заниматься. То есть эфир о спорте. Все, что связано с спортом, да, можете здесь у меня на канале найти информацию. Вот. В эфире в основном тренировки. Я провожу тренировки онлайн. Вот, тренировки по боксу. Поэтому, кто хочет, вот, ребята, подписывайтесь. Подписывайтесь, приходите на тренировки. Бонжур. Вот, поэтому всех приглашаю, кто хочет, пожалуйста. Вот, теперь переходим на стопы уже, разминаем стопы. Сегодня хоть нету, да, сегодня обычная силовая тренировка, я все равно делаю полностью разминку всего организма, связки, сухожилия, конечности. Вот. Разминаем, потому что будем заниматься гантелями. Вот, тоже нагрузка, чтобы не было нигде никаких вот, не прогретых мест, не прогретых мышц, не прогретых связок, суставов, чтобы не было травм. Вот, я всем советую, рекомендую разминке уделять время, вот, разминаться качественно, не относиться к разминке как, ладно, там я попрыгал и все. Вот разминка смысл разминки в том, что вы должны быть прогреты полностью. Вот у вас все мышцы, все связки, вот все должно быть прогрето к концу разминки. Как машина, да, зимой. Вот, машину надо завести, прогреть. Так же точно и организм, да, это разминка. Вот, чтобы нормально себя чувствовать, надо сделать разминку хорошо, подготовить организм к работе. Поэтому разминки уделяем, ребята, 15-20 минут всегда. 15-20 минут всегда уделяем. Вот.
Так, растяжка, ребята, тянемся. Да, головой к ногам стараемся максимально растянуть. Вот. Растянуться, точнее. Так, теперь дыхательное упражнение вместе с растяжкой тоже. На третий выдох напрягаете пресс. Вот. Сейчас гантели подготовлю. Ребята позанимались. Вот. Побросали. Пошли. Ну ничего, они даже попытались скрутить назад их, но не получилось у них. Ну, они не... Это детвора, они не сильно разбираются. Главное, что они хотят заниматься спортом. Вот это уже хорошо. Схватили гантели, начали тягать. Привет, привет. Ребята, спасибо за лайки. Вот. Отлично, все хорошо, слава богу. Сегодня силовая тренировка, кстати, может тебе интересно будет. Сегодня буду показывать упражнения с гантелями для боксеров, вот, заточенные под боксерскую технику. Ну, они как и общие укрепляющие, да, можно смотреть просто для себя. Вот. Сейчас или в жизни? Да очень много уже. Больше, чем полжизни занимать. А, сейчас нет, только... А, уже? Да, сейчас, да только начал, это только разминка. Только разминка сейчас вот закончилась. Сейчас будут силовые упражнения. Вот. Для боксеров они заточенные, ну, общеукрепляющие, просто техника чуть-чуть. Я чуть-чуть их переделал, они с пауэрлифтинга, да, упражнения с гантелями. Я их чуть-чуть переделал просто под боксерский, под ударку, да, чтобы там по правильной траектории. Вот сейчас буду показывать. Спасибо, ребята, за лайки. А вообще занимаюсь очень долго уже. Первый раз на бокс я пошел в 13 лет, но это было не как бы, ну, первый раз познакомился, узнал, что такое тренировка боксерская в 13 лет. Вот. Ну, занимался много чем и пауэрлифтингом, ну, тяжелой атлетикой, вот, борьбой вольной, смешанными единоборствами. Ну, я вот там молчу за футбол, и за баскетбол, и за теннис, и за гандбол, и за, ну, очень много какими видами спорта я занимался, друг. Поэтому здесь интересно. Если ты тоже спортсмен, приходи, обмен опытом. Вот. Сейчас будет тренировка основная, буду показывать упражнения.
Для реакции можно с мячиком, вытягиваешь, да, на вытянутую руку мячик, бросаешь, а второй рукой ловишь. В этой руке мячик бросаешь, ловишь этой рукой. Только возьми для начала легкий мяч, легкий, обычный. Ну, чтобы он не... Чем легче, тем он медленнее падает. Да, и начни с легкого мяча, чтобы технику освоить. Вот. После того, как технику освоишь, можно брать мячи тяжелее, там, или же теннис для большого тенниса. Вот. С реакцией еще монеты, допустим. Я развиваю, я кладу монету, да, на краешек пальцев. Вот, и ловлю. Подкидываю и ловлю. Подкинул, поймал. Вот, тоже для реакции. Упражнения с мячом у меня там есть, видео. Вот. Различные упражнения на мелкую моторику, на грубую специально, да, чтобы тоже развивать и ловкость, и скорость, и координацию, и реакцию, потому что в комплексе, да, может быть, человек может делать, пожалуйста, может человек делать какое-то определенное упражнение, оно может эффект такой не давать. Спасибо за лайки, ребят. Определенный эффект не давать. И глянь, у меня там есть видео, недавно я выкладывал, вот. Там хорошие упражнения именно для реакции, для координации, для ловкости, для скорости. Вот. А вообще, в общем, шаман, добрый вечер. А вообще, в общем, все упражнения с легкой нагрузкой, с гантелями, с резиной, они все дают и реакцию, и скорость по чуть-чуть. Ну, то есть я сторонник того, чтобы делать комплексные, да, комплексные нагрузки, комплексные упражнения. Вот у меня, если будет интересно, пересмотри, я делаю сам. То есть компонирую упражнения, да, с разных видов спорта. Почему я людям, да, говорю, что у меня комплексы, вот они подходят для всех. То есть, good evening, boxing trainer, yes. This is today training power boxing, power endurance from a boxer, yes. Вот, поэтому, если будет интересно, можешь там пересмотреть. Владислава, не делаешь защиту, 2 руки. Ну, ты имеешь в виду, вот так вот делаю тоже. Ну, от прямых в основном. В основном от прямых, вот. Да. Так, ребята, еще сейчас растяжку стоп сделаю. Вот. Тоже упражнение. Вот она хорошая, потому что мало упражнений, которые вот растягивают, да, мышцы задние на ногах. Вот это упражнение, оно помогает размять, растянуть хорошо ноги. Носочки пальцев надо на себя тянуть. Тянетесь руками к носочкам пальцев и тянетесь на себя. Это и для лимфы тоже полезно, да, растягиваем таким образом. И для связок, сухожилий, для мышц, ног, вот, спины. То есть, ну, задействовано много мышц. Вы делаете 3 коротких вдоха, на 3-й делаете большой вдох всей грудью и тянетесь, 1 выдох, 2-й, и на 3-й выдыхаете воздух полностью и напрягаете пресс. Вот. Напрягаете пресс и выдавливаете весь воздух, да, с легких, животом, прессом. Вот. Это растяжка стоп, ног, связок, сухожилий тоже. И вот еще одно упражнение тоже сейчас будем тянуть. Носочек той ноги, которая лежит, тоже в противоположную сторону, да, от головы. А вторую ногу тянем к себе. Все, разминка закончена. Саша, привет. Молодец, Саша, молодец.
Вот пробежка это хорошо. От боковых шаман то же самое. Ну, я в основном закрываюсь. Вот, я, ну, рука сжата, да, вот, 90 градусов. И закрываешься, если удар идет вверх-вниз, да, здесь вот раз от прямого. Вот. Не обязательно руки полностью сводить, вот, ну, чтобы не прошел, да, ну, то есть, вот, ну, не обязательно прям их вот так. Просто поднял, да, прямой, в руки попал, вот, и убрал. А боковые, вот, боковые всегда работают, вот, ручка всегда прижата к ребрышкам. Хорошо, хорошо, потихоньку. На носочках бегал или просто так пробежал? Ну, я имею в виду обычно. Потому что я рекомендую бегать трусой на носочках, если боксом занимаются люди. Да, это помогает развить, улучшить работу ног. Вот. Сейчас, ребята, начинаем тренировку. Первое упражнение это будет выброс гантелей на удар. Вот. Я их выбрасываю под углом 75 градусов. Первый подход мы делаем просто... Вот. Ага, пожалуйста, Саш. Первый подход мы делаем, чтобы мышцам дать понять, что мы сейчас будем делать. Да, чуть-чуть просто разогреваем, 15 раз делаем. Вот. Берем гантели, кулак смотрит вперед, вот как кулак не горизонтально, а вертикально. Когда выбрасываем, кулак ставим вертикально уже. Ой, горизонтально. Делаем в быстром темпе, подсаживаемся. Вот, подсаживаемся и выталкиваемся ногами. Ломаченко. Bro, Lomachenko, this is light. Mike Tyson, this is grand. Big foot. Вот. Вот. Шаман, надо рукой постоянно. Вот, у тебя постоянно вот, работают постоянно они. Вот. Как ты когда бегаешь, вот так и так же в боксе тоже. Вот, ты постоянно должен быть готов. Ну, или сбиваешь, одной рукой сбиваешь, здесь закрываешься. Вот. Ребята, это для удара. Еще сейчас очень будет важная информация. Вот, когда занимаетесь гантелями, у вас одна сторона гантели, на ней должно быть больше веса. Больше веса. То есть с той стороны, где больше веса, она у вас в середину. Для чего? Потому что, когда ты бьешь удар, кулак у тебя чуть-чуть развернутый. Чуть-чуть. Конечно, так это постоянно. Постоянно. Надо держать руки, они не должны болтаться. Ты должен стоять, тебя не должны сбивать руки. Ну, ты должен реагировать. Если ты видишь, что летит джеб, ты все равно делаешь блок. Вот. Или же ты делаешь блок, или группируешься. Поэтому это надо знать, что такое может быть. Готовым к этому. То есть вы вес с одной стороны, вот у меня здесь 2 килограмма и 2, гриф 2, и здесь довешен 1 килограмм. То есть вы в эту сторону, как удар. У вас рука опущена, вот. Вы сюда, в эту сторону, к себе, к змейке, да, то есть сейчас, как я, делаете больше на килограмм, на 2, чтобы у вас гантеля, когда вы работаете гантелями, чтобы вот этот вес опускал вам в нужную сторону руку, и берете ее вот так, вот, берете ее с этого края. Это очень важно, ребята, Эджи, Саша, вот кто тренируется. Видите, есть специальный даже такой тренажер для боксеров, вот, который руку вот так помогает разворачивать. А я вам рассказываю сейчас, даю информацию, вот, которую мало где кто рассказывает. Да, я это сам себе придумал и сам это так делаю. Я нигде это не увидел, не вычитал. Вот, я делаю больше вес и держу в этой стороне. Вот, и у меня получается, когда я отрабатываю удар, у меня гантеля руку регулирует, понимаете, да? Вот вам лайфхак новый. Так, теперь сделали мы один подход, да, он как разминочный считается. Сейчас, ребята, будем
Сейчас я делаю суперсет на выносливость. Сейчас суперсет на выносливость. Максимальное количество раз. Я буду стараться 25 раз выбросить. 15 секунд отдыха и еще 25. Фу. Так, 25 есть. 25 есть. Саша, это не бой с тенью. Саша, это не бой с тенью, это сейчас силовая тренировка. Вот, на выносливость и на силу. Для ударки, для ударной техники. Я занимаюсь 1-килограммовыми гантелями. Вот то видео, что ты видел, я тренируюсь 1 килограмм. Мне достаточно, ну, с вот этих гантелей, которыми я сейчас показываю, гриф 2 килограмма. Максимум килограмм 2. В твоем возрасте, в твоем весе максимум килограмм. Больше не надо, я не советую больше. Так, и делаем суперсет. Фу. Так, все, это был первый подход. Был разминочный, чтобы организм, да, руки поняла, что мы сейчас делаем, дали толчок. Второй подход был суперсет, 25-27 раз с перерывом 15 секунд. И сейчас добавляю вес, будет силовой подход. На силу буду делать 10,5. Вот сейчас добавляю туда, где нам надо, чтобы развернулась рука для силового выброса на удар. Ребята, максимальный вес. Вот я сейчас на одну сторону довешу, на эту еще по 2 килограмма, чтобы у меня руки, чтобы я не думал о том, что неправильно я выбрасываю или еще что-то. У меня сами гантели руки заворачивать будут. Вот, чтобы у меня организм, и я работал на силу, не на думать там правильно или нет, а они у меня уже сами завернуты будут. И берем здесь по краям. Вот это один из важных советов, то, что я сегодня хотел поделиться, да, вот рассказать. Вот это он был. И сейчас я делаю, еще добавляю на эту сторону, еще добавляю 2 килограмма. То есть сейчас у меня будет с этой стороны вот, с одной стороны 5 килограмм, да, а с другой стороны 2,5. То есть в 2 раза больше. С той стороны, которая смотрит внутрь, там, где 2 больших косточки, вот, я беру больше вес. Я думаю, поняли все. Вот напишите там, поняли, не поняли. Бэтфест, я не знаю. Ну, в смысле, я знаю, скорее всего, что это. Просто я по-английски. Я, честно говоря, никогда, мне сейчас ребята рассказывают, я узнаю там, что как называется. Вы мне напишите. Вот, а в список там еще очень большой список. Александр, там еще очень большой список. Сейчас мы доделываем еще выброс гантелей. Вот это уже на силу, здесь 10,5 килограмм. Ну, то есть вы сами под себя должны регулировать в зависимости от ваших физических показаний. Это на силу. До этого была выносливость. Сейчас 4-й подход на силу.
Ну, я сделал 17 раз. Вот, ну, все равно это на силу и на выносливость. Потому что вес 10,5 килограмм. Вот. Артем, пожалуйста, напишите мне. Я, честно, я знаю, скорее всего, но я просто не знаю, как это по-английски, что это именно. Вот. Но я делаю, ты видишь, Эджи, как я делаю? У меня разминочный, потом суперсет, потом с большим весом. Я компонирую. То есть у меня, я стараюсь каждую тренировку скомпонировать. И у меня, я их делаю, если каждую субботу я стабильно тренируюсь, вот каждую субботу, то я стараюсь все, ну, то есть каждую субботу сделать разные направления, да, вот сегодня еще у меня там будет, я вам покажу еще несколько упражнений для стабилизаторов мышц, да, это буду вверх ногами, ну, короче, в конце тренировки, вот, будет такое упражнение, вот, будем стоять вверх ногами, вот, то есть ноги упираются об забор, да, там, где уже не знаю, я буду делать, посмотрю потом. Вот, и будем стоять на время это делать. Будем делать это на время. Че, я не пойму, у меня здесь... вот так. Будем делать это на время, да, по секундам. То есть это в конце тренировки. Вот это то, что хотел сегодня рассказать, как гантелями работать. И в конце тренировки будем укреплять стабилизаторы мышц. То есть мы забьемся конкретно, да, отработаем. И в конце тренировки сделаем вот эту стойку на руках. Ну, у кого меньше веса, ребята, они ходят вообще на руках в конце тренировки. Вообще все. Так. Не знаю, Саш, пока ничего не могу тебе сказать, потому что очень много дел. И я вообще на следующей неделе хочу в зал поехать в Нидерланды, потому что 17 числа, возможно, будут соревнования. Я не был, вот съездил один раз и больше не был. Так, ребята, сейчас жим лежа. Вот я делаю 12,5 килограмм у меня здесь. Вот. В чем это упражнение заключается? Вы локти не должны опускать ниже и тоже там, где больше вес, смотрит у вас внутрь сюда к змейке, к носу, да, к змейке. Вы не должны руки опускать ниже горизонта. То есть у вас горизонтально вы опускаете руки. И когда руки опускаете, у вас локоть должен опускаться. То есть вы вот так опускаете гантель и вот так выкидываете. Локти прижаты к туловищу. Сюда, вот. Не вот так, как в качалке, да, как пауэрлифтеры делают, а вот так, вот здесь прижаты. Это тоже очень важно. Вот здесь прижаты и вот так выбрасываем. Вот. Первый подход я 12 раз делаю. Ну, сказал 12, сделал 15. Ну, вот это у прогресса. Ну, я для себя планирую, но я чувствую, что вес, вот я могу и больше сделать, и 20, и 30. Просто я показал, вот вы делаете, вот вы лежите, у вас локти вот так по такой траектории, не по вот такой идут, а по вот такой вот. Да, я все принес, Саша, я сильный. Ну как, а так вот. Вот, будешь заниматься хорошо, да, и долго. Будешь носить, и еще и людей приносить с собой. Приходи. Конечно, приходи, я всех приглашаю, конечно. У меня двери открыты всегда для всех. Вот. Так, сейчас, ребята, вы запомните. Так, ребята, теперь делаем, у меня вес здесь 12,5 килограмм. Я делаю 3 подхода, следующих отдых 1 минута. 3 подхода по максимальному количеству раз. То есть это и сила, и выносливость идет. Вот. Еще раз обращаю ваше внимание, локти возвращаются не как в пауэрлифтинге, в тяжелой атлетике, вот так, а они возвращаются сюда. Вот. То же самое выброс. Когда выброс идет, то же самое. Локти возле туловища. Ребята, это очень важно. Пожалуйста, молодежь, кто смотрит, обращайте внимание. Спасибо, шаман, спасибо, друг. Спасибо большое. Так начинайте тоже тренироваться. Я ж вот, как организатор иду, организатор спортивных тренировок.
Тоже начинайте с маленького веса, вот, чтобы там скучно не было. Я ж вот вас развлекаю, рассказываю. Не надо думать, представляешь, вот это мне кто-то рассказывал, брат. А так меня, я думаю, как вам донести правильность, да, ребятам, особенно вот молодые, как самому успеть сделать, как еще эффективно это сделать. Так что давай начинай тоже заниматься, а то мне не нравится, как у тебя подход. Ну, не то, что мне не нравится, ну, ты иногда такое пишешь. Я хочу, чтобы было все нормально у тебя. Ну, желаю тебе это тоже. Так, все, ребята, делаем дальше. И не забывайте, очень важно, да, вот этот большой вес, который у вас больше, вы его возвращаете, смотрит он у вас в середину. Ну, 25. Первый 17, второй подход 25. То есть мы, почему это количество, чтобы не терять, ребята, чтобы не терять скорость. То есть у нас идет выносливость и сила, да, получается, в этих упражнениях. Да ну, брат, не чуди, поверь, мы не будем выяснять, у кого что больше, и чего было, и хорошего, и плохого. Я тебе просто, езжишь, возможность, ты все равно смотришь, начинаешь что-то тягать, резину какую-то, или еще что-то, и будет классно. Но у меня бывают такие дни, брат, что, наверное, примерно как и у тебя, да, как у всех людей, могут быть разные дни, всякие разные. Вот, и меня это спасает, я тебе серьезно, это должен понимать сам. Вот. И были такие случаи, да, что даже спасало, да, не хотелось ничего, брал вот так вот гантельки, выбрал резину, шел на стадион, либо же дома, и вот спорт помогал прийти в себя. И это не один раз, брат, было, поэтому ты должен это знать, я тебе советую. Вот, а тут еще Владислав Павлович, да, можно взял, ага, так, что, вот это туда, это сюда, и особо не напрягаешься. Так что давайте, восстанавливайтесь, вот, приводите свои мысли, свой организм в порядок, потому что вот в здоровом теле здоровый дух, ты же знаешь, шаман, в здоровом теле здоровый дух. Вот. Когда от защиты удар принимаешь. Эджи, подожди, еще раз мне объясни, когда, то есть ты имеешь в виду, мой там чуть-чуть дальше, Саш, 200 метров отсюда. Да при чем здесь шаман, я ж тебе не говорю, у меня ж ты ж видишь, какие тренировки, я общие делаю, у меня ж нету каких-то, что там язык выпадает и сердце выскакивает. Вот, вес меньше, туда-сюда, там, я просто тебе чисто по-человечески, да, желаю, ты ко мне приходишь, вот мне хочется, чтобы ты в хорошем настроении был. Ну, по крайней мере, я так воспринимаю, да, это общение, вот, которое есть в этом Ютубе, какая-то поддержка, да, какой-то совет хороший. Вот поэтому я тебе это желаю от всей души. Друг, давай. Да, значит, на велике включай, буду тебя добавлять. В эфир будешь рассказывать там про велосипедный спорт. Тут же можно добавлять людей. То есть, когда ты в защите получаешь удары, силы быстрее уходят. Когда ты в защите получаешь... я не знаю, а что силы быстрее уходят. Значит, просто, может, ты так и сильно воспринимаешь эмоционально, может, у тебя не из-за ударов самих, не из-за работы. Когда ты удар принимаешь, ты еще должен сгруппироваться, постараться. Допустим, летит, ты же должен сместиться, или лежит здесь, ты сместиться чуть-чуть должен. Ты не должен встать вот так и ждать, когда он уже летит. Ты должен смягчить, чтобы смягчить удар. Либо же ты идешь уже на него, если он летит тебе в нос. Я, допустим, наклоняю, у меня так, всегда голова наклоняется, выставляется лоб. Да, я принимаю на лоб. Если уже ты не уходишь, уже видишь, что ты не уходишь. Если же летит в туловище, ты должен, да, как змея, да, вот так извиваться. Раз. То есть ты должен успеть, тебя не должно, ты должен даже во время защиты работать на ногах, то есть, да, обычно. Вот, а тебя атака идет, ты работаешь все равно, ты не стоишь и не ждешь, пока тебе прилетит удар. Вот.
Саш, при всему в свое время. Сейчас очень много других заданий на этой неделе будет. Вот, делаем третий подход. О, слава богу, это 35 было. 35. О, добрый вечер. Добрый вечер, всем спасибо. Спасибо. Здоровяк. Вот. Ну да, типа того. Так ты должен, ты их понимаешь? Не знаю, я сейчас подумаю, как тебе объяснить правильно. Ты должен их принимать в работе. То есть ты не должен останавливаться. Вот. Почему тебе тяжело было? Я думаю, скорее всего, из-за того, что ты само восприятие того, что ты их получаешь и не можешь ничего сделать. Потому что для меня, как я атакую, меня атакуют, у меня одно состояние. Оно у меня не меняется, Эджи. Сейчас дай мне пару минут, я подумаю, я тебе дам, ну, я проанализирую, я тебе сейчас дам какой-то совет. Спасибо, друг, спасибо. Давно тебя не было, то ты как-то зашел, мы поговорили. Вот. И в Польше, по-моему, да, или где, если я не ошибаюсь. Как у вас там дела? Вот. Дай мне пару минут, я сейчас подумаю, Эджи, я вспомню. О, да, Саш, да, я об этом говорю. Брат, привет, добрый вечер. Я ему сейчас вот это начинал говорить. Вот. Да, Саш, совершенно верно. Эджи, вот Саша пишет, да, почитай, пожалуйста. То, что, ну, вот, сейчас общими усилиями, ну, в принципе, Саша просто мою мысль тебе написал. Вот. Вот, поэтому надо всегда работать на ногах. Я же тебе всегда говорю, тренируй ноги, работай на ногах, да, то есть удар пошел, ты раз сместился, да, вот у тебя, а когда ты уже стал, когда ты его осознанно принимаешь, еще и на голову нагрузка, опять меня колпашит. То есть пробуй, все обрабатывай, все ошибки, если надо, я тебе уже писал, скидывай, ну, ты понял, я не буду повторять, если ты чувствуешь, что где-то есть проблема, ты ее не можешь решить. Надо, потому что она когда затягивается, спасибо, друг, когда затягивается, потом тяжелее исправить. Вот. Да, это, ну, с трудом, конечно, это смысл в том, что это как ментальная, так и работа физическая, да, то есть старайся принимать, старайся извиваться, да, то есть у тебя удар пошел, ты сместился, раз, принял сюда, уже все, отошел, понимаешь, а не ты видишь, ты удар летит, и ты просто стал и закрылся, вот как ты его принимаешь, вот, смотри, раз, вот, понимаешь, либо же вот так, вот, либо же сюда нырнул, понимаешь, то есть ты не должен его поймать. Предприми какие-то действия, любые, смещение назад, шаг в сторону, просто плечо вот выставил, плечо, поменял стойку. То есть старайся и тренируй это в спаррингах, Эджи, в спаррингах, то есть я такой же, Александр. Меня Влад зовут, ну, это ты Александр пишешь. Этот, вот. То есть тренируй спарринга, приходишь и с ребятами начинаешь тренируй то, что у тебя не получается. Вот защита, отходы, вот это прием, когда ты принимаешь удар, отрабатывай это, приходи и конкретно отрабатывай. Так, делаем 4-й подход.
35 раз тоже сделал. Вот, слава Господу Богу за все. Вот, 35 раз тоже, ребята. Вот, слава Богу, силы есть сегодня. Так. Да-да-да, Саша, молодец. Спасибо, друг, тебе. Спасибо, что ты зашел, что... Вот, потому что у меня, видишь, сегодня силовая с выносливостью, я по времени стараюсь делать. Да, вот, я ж почему тоже во время разминки, я же постоянно акцент делаю, ребята, дыхательные упражнения. Это не то, что мне вас хочется позадалбывать, это надо делать. Вот, это нужно делать. Ну, да, потому что многие думают, включают, так какие-то там дыхательные, там растяжки, затяжки, зачем оно там кому надо. А на самом деле оно, ребята, все в куче, дает очень положительный эффект. Вот, дядя Саша вам вот сейчас это все пишет. Так, ребята, сейчас у нас шраги. Это у нас был жим на силу и на выносливость, на удар, вот. И еще раз обращаю внимание и возвращаюсь к тому, что локти опускаем. Это, Саша, тебе спасибо, брат. Это тебе спасибо за информацию, то, что ты вот зашел как раз тогда, когда надо было, да, и написал. Вот. Локти возвращаем не как пауэрлифтинги, не как тяжелоатлеты, да, вот, когда грудь качают, а сюда, ребята, обращаю еще раз ваше внимание. Сюда, к туловищу. При выбросе стоя и при жиме. Сюда. Оно тяжело, но все, для боксеров все делается сюда. Для ребят, которые просто как общеукрепляющие, можете, ребятки, делать вот так. Разница, ну, как общеукрепляющие. Я показываю, как для удара делать. То есть не на грудочину, не на увеличение, да, а на удар это упражнение делаю. Да, как жим, но для удара. Грудь чуть-чуть задействована, но не так, как в пауэрлифтинге. Вот, ребята, сейчас шраги будем делать. Сейчас я... Ну, все знают, да, что такое шраги. Я надеюсь. Вот, рассказывать, я думаю, не надо. Я просто буду делать и все. Буду показывать. Я делаю 2 подхода на максимум. Вот. Шраги тоже полезное упражнение. Это верх спины. Трапеция прокачивается, да. Так, у нас здесь... Вот. Сейчас я просто буду 2 повторения делать. Вот. Ребята, кто смотрит, у кого нет времени, я постараюсь видео, ну, вообще всегда выкладываю. Вот. Но какой будет эфир, я не знаю. Вот я все надеюсь, что у меня... Ну, не надеюсь, то есть я для этого еще и делаю, что у меня улучшится, да, финансово чуть-чуть ситуация. Я возьму там все вот это оборудование, там эту камеру, я там смотрю, вот это Леосма или GoPel какой. Я уже запутался, уже столько пересмотрел этих видео всяких. Хочу улучшить, да, чтобы у меня вот это было, потому что хочется, да, чтобы в хорошем качестве сохранялось. Какой-то, может, роутер переносной. Пока не знаю, вот думаю. Так. Сейчас шраги, ребята. Пожалуйста, Саша, я очень рад. Волкер, да, прямые эфиры стараюсь, ну, минимум 2-3 раза в неделю. Пожалуйста, ребята, я для этого этот эфир, спасибо, мне очень приятно, что это вот, людям полезно, да, и что приносит эффект, пожалуйста. Я в том же духе буду продолжать. Спасибо, ребята, большое, мне очень приятно. Вот, теперь шраги делаем. Берем вес, чуть-чуть разворачиваем. Ну, в принципе, разницы нет, наверное, даже вот возле ноги, да, вот так гантелька. И поднимаем плечиками, да, как будто бы нас вопрос спрашивают, да, ты знаешь, что через неделю будет? Такой, нет, все, и вот так на максимум. Я самый большой вес вешаю и делаю. То есть вы тянете трапеции, не руками тянете, а трапеции, да, вот пожимаете плечами. Вот, правильно, это упражнение делается вот так, вы пожимаете плечами. Вот, не руками тянете, а трапецией.
Вот. Я, ребятки, еще раз говорю, это упражнение, почему оно важно для боксеров, шраги. Ну, вообще это с пауэрлифтинга упражнение, но боксеры его делаем, потому что, вот, чтобы трапеция сильная была. Для того, чтобы когда, да, если удар, либо же, чтобы уйти в глухую защиту, ты в глухую защиту можешь вот опуститься, у тебя трапеция держит, шея, и ты взял и принял удар, подбородочек прижать, вот, ну уже крайность, у меня такое бывало очень часто, я просто лоб выставляю, вот, и вот эта трапеция, прокачанная шея, она амортизирует любой удар, вообще без разницы, но я их не чувствую вообще, ну реально. Если мне попадают сюда, и я успеваю опустить шею вниз, да, под трапецию, голову, и напрячь шею, да, чуть-чуть, то я их вообще не чувствую. Какой бы там удар, вообще не чувствую их просто. Вот. Спасибо, спасибо, Саш. Да, главное, чтобы толк был. Ну, в смысле, я имею в виду, что я уже вижу, да, что прогресс есть, я имею в виду, что люди уже втягиваются, смотрят, да, и это приносит пользу, и смысл это есть. Да, подписчики будут, Саш, спасибо огромное. Вот, 2 подхода делаем шраги. Ну, конечно, понятно, что я не альтруист, я к этому стремлюсь, да, и как бы делаю то, что я всю жизнь делал, и, понятно, может быть, в дальнейшем это какие-то будет приносить дивиденды, потому что я все время, бывает, свое на это трачу. Да, Саш, совершенно правильно, но мы тянем, да, и, ребята, вот, можно, когда делаете, да, вверху задержал, там, то есть меняем технику выполнения. Можно раз, вверху задержал, на 1 секунду опустил. То есть не обязательно быстро. Можно быстро, там 5 раз сделать, 5 раз задерживать. То есть я сторонник того, чтобы делать разной техникой и с разной нагрузкой. Вот сейчас будем 2-й подход делать. Да, ребята, и после шрагов у нас шея будет сразу. То есть мы загрузим трапецию и сразу сделаем шею, то есть чтобы вот эта часть у нас была полностью загружена. Ну, как бы эта шея будет разминочная. Я буду сегодня делать 4 подхода мостиком, передним и задним, да, вот там борцы, кто, ребята, сегодня будет борцовский мостик, да, для вот, специально специально для борцов. Вот. Так, все, делаем, сейчас глоточек воды. Так, делаем шраги, ребят. Да, пожалуйста, Саш, пожалуйста. Хороших тренировок, занятий. То есть шраги вы можете взять большой вес, хороший вес, вот, потому что это такое общее упражнение, да, оно и целенаправленное, да, замкнутое на трапеции, но вес большой для того, чтобы нагрузить организм, да, верхнюю часть, плечевой пояс, вот, трапецию, шею, потому что шея тоже, мышцы шеи, они тоже там все это работает. Вот. Не знаю, сколько я раз сделал. Много, короче. Ну, делайте, от вас не убудет. Саша, пока. Саша, пока. Занятие на практику. О, видишь, молодец. Давай аккуратно только. Вот. Но еще будет очень много интересного. Посмотри, завтра по главам я постараюсь разбить. Посмотри тренировку. Это даже где-то половина только прошла. Вот, сейчас будет шея, потом будет упражнение на боковые удары. Будем работать еще борцовской резиной, для боковых ударов будут упражнения. Это, ну, как бы полтренировки, грубо говоря, только прошло. Вот. Да, хорошо, Саш, хорошо, я постараюсь оставить все
оставить видео, вот этот эфир завтра будет как видео, да, в профиле уже. Так, ребята, шея. Сильно не нагружаем, сейчас вот делаем, разминаем ее, да, чтобы комфортно было. Я делаю так, что я ее сейчас разминаю. Я ее сейчас разминаю, да, делаю такое упражнение, чтобы растянуть, размять хорошо. Чтобы подготовиться к мостику, да, чтобы шея размятая была. Ну и 5-6 раз разминочных и даю нагрузку потом. Вот. То есть у вас должна быть половина подхода натяжка, да, половина подхода вы должны спокойно делать, да, размять хорошо, и половина подхода, повторений, половина, уже дать нагрузку, которая хорошая, да, чтобы поработали мышцы. Вот. Пневматику. Ого, шаман, что-то там я не знаю, я не разбираюсь. Так, теперь делаем шею, заднюю часть мышцы, да, которая крепится трапеция, как раз вот то, что мы переделали перед этим шраги, и передние тоже. Вот, все, шею размяли, теперь размяли мышцы шеи, вот, чтобы уже потом мостик делать, когда уже на мостик перейдем. Вот уже будет размята у нас шея. Сейчас будем делать разводку гантелями, да, для боковых. Вот, тоже делаем в таком плане. Локти стараемся завести не вот так, а вот так. Раз, два. То есть мы как бы по полукругу делаем. Вот, будем их делать. Но локти опускаем сюда, внутрь, к туловищу. Не сюда опускаем, а сюда. Вот у нас здесь гантели. Вот раз, и мы их вот так вот закручиваем. Раз, два, 3, 4. То есть раскручиваем так, как вот мы бьем боковой. Вот. Не, ничего, я не знаю, Саш. Я не знаю, брат, честно, не знаю, ничего не замеряю. Вот. Просто долблю, короче, есть силы, делаю. По старой схеме, короче, Саша, как в 25, понял? Не, знаю, что гоню, короче, знаю, что... Ну, недавно анализы ходил, сдавал, сказал врач, что все классно. Только меньше свинины ешь, прикинь. А я не ел ее вообще, годами не ел. И что-то там буквально за 2 месяца... За 2 дня до этого купил себе килограмм свинины. Так понравился кусок. И 2 дня жрал эту свинину и пошел на 3-й сдавать анализы. Прихожу на следующий день, а мне врач говорит: у вас все класс, вообще смотрит такой, о, типа классно. Там все, и почки, и печень, и сердце, и креатин, и там еще какие-то мочи. Ну, в общем, вообще брали кровь, но анализ обширный. Такой говорит: ну, у вас единственное вьонд, типа, ну, это мясо по-французски, вьонд, порч, ну, типа, свинины много, не ешьте. Я как начал ржать, он говорит: а что вы смеетесь? Я говорю: я до этого год ел морепродукты, там, рыбу, креветки, мидии. Я тут, говорю, съел мясо, говорю, ну, так получилось, что перед анализами за 2 дня назад съел, ну, свинины купил, но я не килограмм съел, а там грамм 200 съел или 300, может, на тот момент полкилограмма уже.
Ну, просто врач смеется, говорит, ну, типа, прикольно, да, получилось. Чувак не ел год вообще ее практически, да, вот. А тут именно на анализы, да, именно захотелось мне свининки покушать. Вот, вот, ребята, сейчас делаем, я уже сказал, разводку гантелями. Вот, ну, разводка, она называется в пауэрлифтинге, я ее делаю вот, на боковой удар, вот, следующим образом. Локти я прижимаю к туловищу, не в стороны развожу, а к туловищу. Вот, то есть по вот такой траектории. Вот, как боковой удар получается. Вот. Локти сюда, вот, раз, два. Выбросы мы делали просто прямые, а здесь чуть-чуть вот так закручиваем. Вот. Перед этим мы делали выбросы. Выбросы делаются просто. Вот. А здесь чуть-чуть вот так закручиваем. Вот. Это специально взял, чтобы тренироваться, шею качать, потому что пипец на полу, на твердом, ну, не совсем уже удобно. Ну, как бы я делал без разницы, подушку кидал. Но в матрасе, видишь, я вот могу показывать и упражнения. Да, я для этого и брал его, чтобы вот можно было людям показывать и упражнения, и шею самому тоже делать. Так, и вот сейчас, ребята, там 12,5 килограмм, я снимаю, оставляю 10,5, и мы вот это упражнение делаем быстро, 3 раза на выносливость, вот, делаем быстро, ну, то есть на скорость. Вот, сейчас будем делать. Я отсюда снимаю 2 килограмма, вот, для того, чтобы без потери скорости, да, прокачать чуть-чуть силу, на силу сделать, на выносливость. Вот. Делаю меньше вес, делаю 10,5. Вот. Но я сейчас буду делать это максимально быстрее просто. Ну, такая тренировка, она не супер для какой-то мощности, да, рассчитана, но мне ее хватает. Я прорабатываю те мышцы, которые мне нужны, мне реально ее хватает. Да, я, ну, как бы это еще не конец, дело в том, что еще будет бицепс и трицепс. Вот я просто рассказываю, что кто-то, может, только зашел, думает, там какие-то 10 килограмм. Но вообще это не пауэрлифтинг, это бокс. Сколько времени у тебя там? У меня сейчас 8 часов. 8 часов, еще час я буду тренироваться. Вот, теперь, ребята, то же самое быстро делаем. То есть ложимся и по вот такой траектории, по траектории бокового удара. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот я 25 раз сделал. Это второй подход. Ну, я думаю, 25 раз этого достаточно, в принципе. Вот, вес надо регулировать самостоятельно, ребята. Да-да-да, я специально делаю так. Да, бонсар. Специально так делаю, да, чтобы не терять вот, скорости. Чуваки, если можете, значит, фу.
Шаман, много ты знаешь. Да, да, здесь на час, ну, если там в Украине уже темно, вот я знаю, что там общаюсь с родителями, да, в такое время уже темно на улице, там с ребятами тоже. Вот. Не знаю, как там еще где, но здесь долго солнце, здесь темнеть начинает по ихнему времени в 9:30 только темнеть начинает. Здесь долго, да, держит световой день дольше чуть-чуть. Вот здесь Бельгия, Франция, Англия. Вот. Так, это второй подход, ребята, был. Сейчас еще 2 подхода будем делать. Ну, не знаю, там, наверное, на час меньше. Я, честно говоря, не знаю, сколько времени в России. В Украине знаю, что на час вперед сейчас. Вот, то есть на час больше. Я в Бельгии, Руслан. Так, ребята, 3-й подход. Я отдыхать советую минута. Такая работа, где на выносливость, на силу, ну, минута, максимум 1,5, больше не надо, да, но смысла нет. Ну, нормально, не знаю, я уже привык, я уже здесь год. Вот. Ну, учу язык, учусь, работаю по возможности, когда есть, потому что без языка тяжело найти. Вот, занимаюсь спортом, общаюсь, тренирую людей, вот, веду канал. Ну, как бы живу себя, ну, раз уже так, да, жизнь сложилась, как бы. Ну, не то, что сложилась, я, в принципе, и выбирал, потому что у меня тут ребенок недалеко живет. Вот. Ну, пока вот, возможности видеться нету, ну, ладно, это не важно. Смысл в том, что, да, такой план у меня был, сейчас вот он в действии, можно сказать. Ну, и французский язык неплохой, мне нравится, я английский, французский стараюсь учить. Вот, ребята, 3-й подход делаю. Я в Польше жил тоже одно время. Не знаю, как-то так сложилась судьба. Как пути Господни неисповедимы. Вот. Жить надо везде, как подобает по-человечески, да, и вот, относиться к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе, и все. Вот. Так, 3-й подход, ребят. Фу. 32. Ну, как есть, так есть. Это 10-килограммовые гантели. Сейчас 32. Фу. Еще будем 1 подход делать. Вот. Поэтому, ребята, ну, конечно, да, Саша, для запястья, ну, ты все равно гантель, когда держишь, да, гантели, у тебя тоже укрепляется запястье. Вот. У меня есть специальный, ну, как бы у меня есть эспандер. Вот, я эспандером делаю, рву листы, знаешь, есть это самое, листы берешь, у меня там есть видео. Вот, в профиле, кому интересно, да, упражнения, которые можно делать дома без гантелей, без этого. Я рву листы, беру листы, вот, и тягаю их, это тоже укрепляет и связки, и сухожилия. Вот, конечно, предплечья по-любому предплечья и запястья, вот это по эти по-любому места, да, это правильно, ну, это так и есть. Вот. Можно, конечно, ну, да, у меня есть там видео, брат. Ну, как правильно тебе сказать? В принципе, ты везде участвует запястье, да? Везде, даже ты гантели тягаешь, да, даже держишь просто их, даже резину тянешь, везде идет нагрузка на запястье тоже. Но лучше все равно делать целенаправленный хотя бы раз в неделю, да, те же самые листы. Да, конечно, неплохая, двигается хорошо на ногах. Вот, неплохо.
крайний бой вообще очень шикарный. Таких боев давно очень не было, я не видел вообще. Вот. Шаман, подвязывай, пожалуйста, друг. Нету ничего хорошего вообще нигде в том, что происходит. Хорошо, когда мир на земле, вот тогда хорошо. Вот, это самое лучшее, что может быть. Да, это как? Это яркий представитель в технике этой вот конкретно. Чуть-чуть размашистая работа, но зная, он себе работает размашисто, потому что работает постоянно на ногах и уходит с такой же самой скоростью, как и работает. То есть он рукой удар сделал и уже уходит. Еще рука не вернулась, он уже ушел. Это техника такая, да. Нет, а я вообще крайний бой, вот это что был, я восхищен, от таких боев я не видел очень давно. Не, ну есть, понятно, там Вася Ломаченко. Вот. Ну, во-первых, вес вы не забывайте какой. Да, вы не забывайте какой вес. То есть, ну, это приличный вес. Вот, 80 килограмм. Это... О! Ну. Ну, жефет, апре. Вот. Поэтому я очень восхищен. Да, мне нравится, потому что я переучился, я супертяжи боксировал. Ну, и начинал такие уже серьезные тренировки, у меня было больше 100 килограмм. Поэтому я, когда вот переучивался, я начал работать тоже больше в челночке, вот, больше смещаться. Раньше я вообще, это у меня не было этой техники. Малые, что они чуть-чуть тренируются, но там сейчас веса много. Вот, я вообще этого не делал. Я работал просто вот переносом веса, да, в маятничке. Вот, когда было больше сотни, просто ты работаешь, нырочек сделал и отсюда вышел, да. Вот, только в основном работал апперкот или боковые. Ну, все знают, да, как тяжи боксируют. То есть там 2-3 удара. Вот, и я постоянно разучивал, да, маятничек, вот, нырочек, выход. Ну, какие там в основном удары? Правый прямой, левый боковой или правый боковой. Вот. И потом, когда сбросил вес, пришлось переучиваться. Да, и мне вот это импонирует сейчас, вот как он, его техника, да, и много ребят, кто хорошо двигается на ногах. Вот я начал больше акцент делать, больше развивать, да, ноги, работу на ногах. Вот. И вот это он как раз сейчас яркий представитель вот работы на ногах, челночка, такого профессионального, классического. То есть это классический бокс, конкретно классический бокс. Вот. Саша, еще один подход сейчас. Это не все еще. Это же еще не все. Еще будет бицепс и трицепс. Вот. По поводу запястья, вот тебе это упражнение, разводка, да. Вот. Когда стараешься руки вернуть, когда разворачиваешь, да, как по траектории бокового удара, вот у меня нагрузка идет на предплечье, на запястье. Вот. Вот. Ну, я, кстати, тоже, ребята, я 2 недели или 3 не делал силовую, вот это. За 3 недели первый раз такую серьезную, да, ну, я имею в виду, что... За 3 недели первая тренировка. Сегодня дорвался до гантелей наконец-то. Сейчас у нас не знаю, самолеты, наверное. Вот, ребята, сейчас будем это упражнение добивать, буду резиной, эспандером, да, то есть
сделал разводку. Вот. И сейчас тяга эспандера будет 2 подхода на максимум буду делать. И останется бицепс и трицепсы еще. Бицепс, трицепс останется. Вот. Суперсет я буду делать тоже. На бицепс и на трицепс. Это самолеты тут летают, скорее всего, я не знаю. Да, это самолеты летают. А что тут недалеко? Брюссель, 120 километров, 130. Все, делаем тягу. Тягу с пандером, это тоже я делаю как тоже на боковой удар, да. Вот. Конечная точка. Свожу руки, как при боковом ударе. Вот. То есть тянем и здесь закручиваем. Тянем и здесь закручиваем, да, как боковой. Вот. Раз, два, в таком плане. Сегодня тепло, занимался в мастерке, сейчас уже чувствую, что начинаю уже мокрый становиться, решил снять. Ну, тут можно чуть-чуть локоточки в стороны, да, чтобы проработать, уже полностью забить. Ну, а вообще же стараемся локти прижимать к корпусу. Ну, чуть-чуть можно раскрыть. Фу. Не знаю, сколько я раз сделал. Фу. Но это уже... Забиваю вверх, и останутся бицепсы и трицепсы. Фу, еще один подход сейчас. Вот, ребята, сейчас еще одно упражнение. Ну, в смысле, еще один подход на тягу. То есть можно здесь чуть-чуть его локти, да, в основном стараемся к корпусу. Ну, можно чуть-чуть раскрыться, несколько повторений. Там половину можно сделать полностью вот так, да, раскрыть, чтобы уже забить чуть-чуть, растянуться, да, чтобы проработать так по полной амплитуде. Ну, то есть это не гантель, это резина, ничего страшного, если ты чуть-чуть ее закинешь сюда, да, раскроешь грудной отдел, вот, ничего страшного в этом нету. Тем более это 2 подхода, это не всю тренировку ты забиваешь, да, грудной отдел. Да, и потом будет шея мостиком. И бицепс и трицепс еще буду делать. Вот. Бицепс, трицепс суперсетом. Да, тоже, чтобы не было торможения. Да, чтобы не терять скорость. Да, делаю суперсетом, делаю на взрывную. Как взрывная скорость, да, максимально быстро. Вот. Но оставляю 6,5 килограмм. Вот. Ну, я делаю на максимум, я не знаю, сколько там, не, наверное,
Это 6, ну да, 6, нет, 6, 8,5 я. Что неправильно я написал себя там в этом самом, я потом исправлю. Неправильно написал в описании 8,5. Да, ну куда 6,5 на бицепс, на трицепс, это слишком мало. То есть суперсет, сразу делаю бицепс и второй подход трицепс. 15 секунд отдых будет. И, ну, это уже после шеи. Вот сейчас еще один подход. Слишком большие перерывы я делаю, но не было тоже силовой тренировки, не было тоже. 2 недели я не делал. Вот. Сейчас делаем. Вот второй подход. Фу. 25 раз. Ну, я стараюсь все вот эти силовые упражнения ну, иногда надо, Саш. Ну, как бы для общего. Ну, видишь, да, вы не делали его, ну, потому что ты мышцы в другом диапазоне работают. Тебе же для удара не надо вот так замахиваться, ты же отсюда вобьешь. Вот. Я тоже приверженец этой теории, но я иногда вот сейчас, да, раскрыл, вот, ну, чуть-чуть, понимаешь, чтобы проработать их. И некоторые упражнения тоже делаю. Ну, в основном, да, диапазон удара. Либо же прыжка, либо шага. То есть, если же это приседание, то не полностью. Если же это прыжки, то на полусогнутых ногах. Если это бицепс, то я его забрасываю. Если трицепс, я его выталкиваю. То есть, ну, и не делаю там, да, медленно, не опускаю до края. Да, я придерживаюсь, Саша, этого. Ну, просто это другой диапазон работы мышц и амплитуда другая. Ну, то есть они у тебя будут по-другому развиваться. Другую форму иметь, они не, ну, то есть у качков же ты замечал, да, что руки вот так стоят, вот. Ну, то есть, когда ты занимаешься медленно, да, когда ты делаешь полную амплитуду, у тебя чуть-чуть появляется форма даже другая, мышцы всего, то есть, вот, должна быть рука ровная, вот, а у них вот такие руки, понимаешь? То есть должны быть руки работать в том диапазоне, да, вот, для бокса. Так, сейчас, ребята, ага. Quelles heures? C'est сейчас 8h40. 8h. Want 40. Ага. Вот, ребята, да, малыши время спрашивали, так я уже, да, ничего себе. Стыд и позор, пиздец, мне так стыдно. Но я учусь сейчас, стараюсь, потому что очень много у меня занимает времени YouTube сейчас. И хочется, да, то, что знаю, и тоже это, да, не пробовали становиться тренером. Да вот это ж пробую, да. Да не, я тренировал людей, и ставил и удары, и тренировал и технику, и да, у меня практика есть. Вот, но конкретно не работал там, что где-то в зале, там, да, для, ну, в узком кругу, да, скажем так. Вот, ну, и не только в узком, но пробовал. Да, и опыт есть тренерский, да. Вот, ребята, шея, пришло время, да, пришло время качнуть.
Пришло время качнуть шею, ребят. Стрёмно, а не нормально. Это ж мостик борцовский. Это для шеи упражнения. Да не, нормально, это супер упражнение вообще. Это мое одно из моих любимых упражнений. Не знаю, мне нормально. Не, ну надо как бы контролировать вообще, да, процессы. Не, ну, да не, он никуда не... Я спасибо, что сказал, Волкер. Не, он никуда не денется. Вот. Да он чуть-чуть подспущенный. Фу. Матрас дергается. Да я понял, я представил эту картину, да, если кто-то так, да, сейчас там эфир идет, это думает, что это за, что это за кадр. Вот. Не, упражнение супер, я его люблю, вот это мое одно из самых любимых. Не, шаман. Не, шаман не пробовал. Да не, я, короче, сильно его не набухиваю, чтобы так отрезвлять. Нет, брат, нет, так не делаю я. Не делаю и не пробовал. Mas esse aqui não vai estar vibrando. Vai? Esse não está vibrando. Bonjour. Plus vite. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Encore du sport, du sport. Oui. Ça va? Ça va, et toi? Bonjour. Il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens. Je crois que c'est la part. Des gens. Du Ah. monde. Il n'y a pas? Personne. Ah, да, non, гарсон. Trois. Deux, trois. Гарсон. А, Ah non. вот. Это ребята пошли, здесь живут, соседи. Ну, это задний мостик. Тут дело в том, что задействованы и торс, да, и ноги, и спина. Это упражнение, мостик, да, сам по себе. Ты шею, да, типа делаешь целенаправленно. Ну, в общем, развивается, понимаешь, и идет нагрузка на весь организм, да, поэтому, такое хорошее упражнение. Так, ребята, сейчас бицепс и трицепс, суперсет буду делать. Да, блин, да, ты понял, да?
Ну это вообще, Саша, ну это реально вывести, но мне оно не надо, допустим. Я не хочу даже это пробовать. Я не вижу смысла мне, да, это делать. Ну это как испытание, понимаешь, они же там попадают, могут попасть в разные условия, понимаешь, поэтому это типа как испытание. Вот, ребята, сейчас буду делать суперсет на бицепс. На бицепс и на трицепс. Тоже первый подход делаем 15 раз, разминочный. Вот. Между подходами 15 секунд перерыв. Между суперсетами минута. Тоже можно чуть-чуть подсаживаться. Все, 15 секунд отдыхаем и делаем трицепс. Все, это суперсет такой. Вот. Бицепс, трицепс, да. Спасибо за лайки, ребят. Вот. Делается. Я делаю 8,5 килограмм, 15 секунд отдыха между сетами, да. То есть первый на бицепс, второй на трицепс. И между ними 15 секунд делаю отдых. Вот. А между упражнениями, Да, не, я волкер. Да я наоборот стараюсь Я для себя тренируюсь, да. А соревнования, конечно, когда я тренируюсь, да, чтобы где-то поехать. Вот. Ты для себя и, как говорится, себя показать и людей попугать, да, чтобы быть в форме. Вот. Может, придется сейчас ехать, так, поэтому поддерживаю себя. Вот. А так я избегаю какие-то ситуации. Вот. Ну, смысл какой, да, если кто-то там неадекватно себя, ну, может быть, выпивший или еще что-то. Ну, я стараюсь это избежать, уйти, да, от этих всяких ситуаций, они не нужны. Вот там ты себя не проявишь и не покажешь, и это тебе в плюс не будет, да, в жизни. Ну. Поэтому у меня такое мировоззрение. Так, ребята, продолжаем. Вот. Второй подход. Вот. Минутку отдохнули, делаем второй подход. Вообще будет 4 подхода, ну еще 3. Вот. Следующие делаем на максимум. И чуть-чуть подсаживаемся. Салам, салам. Добрый вечер. Все хорошо. Спасибо, брат. Все хорошо. Силовая тренировка сегодня. Да, я знаю, Саш. Я думал уже об этом. Ну, пока то, что есть. Вот. Да, я знаю. Бонсуар. Бонсуар. О, сава. Все хорошо, друг, спасибо большое. Как у тебя дела, как здоровье? Вот. У меня силовая сегодня тренировка. Да, это все вышли, сегодня же суббота, соседи, и тут же я живу, тут 5500. Вот поселок у меня такой, ну он город.
Фу, это второй суперсет был. Привет, привет, привет. Вот, это был второй суперсет. Еще у нас два суперсета будет бицепс-трицепс и один подход шея. И делаем упражнение на укрепление стабилизаторов мышц. Да, то есть будем стоять, я буду стоять на руках, ноги закидывать на стену туда, да, и стоять на руках. Несколько подходов. Первый там 15 секунд, потом второй, третий. Я не помню, я себе написал. Вот. А, ребята, вот, кто смотрит, кто тренируется, и это мой совет. Вот. То, что упражнение на бицепс, я его делаю, как будто бы я удар наношу, да, я не как пауэрлифтер его стараюсь сделать, а я его стараюсь сделать вот так забрасывать, да, с толчком ноги. То есть еще раз повторю, что у меня все упражнения, они заточены под боксерскую технику. Ну, то есть можно делать и обычно. То есть я показываю упражнения, которые подходят всем, но это конкретно я рассказываю сейчас, как делать, да, потому что я здесь прокачиваю конкретно под удар. Вот мышцы. Я делаю вот так вот бицепс, да, я не вот так вот его делаю медленно, а делаю вот так вот с ног, да, и закидываю. Вот. Можно делать сразу двумя руками, да, можно так, как я вот сейчас делаю, да, по одной ручке. То есть разницы нету никакой. Но более эффективно будет делать, наверное, может быть, даже двумя руками сразу, да, чтобы загружать обе руки, да. Ну, я делаю так. Можно сейчас будет четвертый подход сделать для разнообразия, вот, почередовать, сделать двумя сразу руками, да. Вот. Хотя трицепс вот я делаю сразу двумя руками. Ну, смысл, ребята, в том, что чередовать, да. Так, еще третий, четвертый будет подход. Ну, так уже чувствуется, да, теперь. Не знаю, какое там упражнение по счету, какой подход. Но сейчас уже чувствую. Еще там до бицепса, трицепса еще так. Ну, потому что тут уже целенаправленно загружаешь. Вот, там так больше, ну, как бы общая, да, была жим, тяга, да, больше мышц широчайшая задействована была, плечевой пояс, а здесь уже более замкнуто идет предплечье. Вот тебе, Саша, тоже нагрузка, да, предплечья и запястье идет. Вот, ребята, третий подход. Ну, делаем сразу. Лучше, я думаю, это оптимально. Я просто не, ну, иногда я не помню. Вот, ну, то есть лучше тогда делать сразу, вот, да, двумя ручками. Это и быстрее, и меньше времени упражнения займет, да, и оптимально для суперсета. То есть, если ты будешь по одной руке делать, ну, это займет больше времени и больше упражнений, оно пойдет как уже силовое. Вот, поэтому делаем так, как делали. Фу, я, если честно, сбился. Это третий суперсет или четвертый. Походу, третий. Вот. Фу. Тоже 35 раз сделал. Вот, я так делаю, да, его. Вот, как вроде бы на апперкот. Вот, и ручки тоже не вот, ну, держу, стараюсь вот поджимать.
Да, чтобы они на месте были. Вот. О, трицепс, да. Опа. Фу. Так вот. Наверное, это третий был. Не знаю, может кто-то смотрит, там считал. Фу. Вот, уже почти 2 часа я тренируюсь. Ну, обычно 2 часа такая тренировка занимает силовая. Вот, не меньше. Вот. Ребята, тренировки онлайн. Бокс, основы бокса, кроссфит, бодибилдинг, пауэрлифтинг. Вот, смешанная борьба. Очень много упражнений. Кто хочет, подписывайтесь, смотрите видео. Приходите в эфиры, задавайте вопросы. Тренировки онлайн. Стараюсь проводить эфиры вот часто. Да, сейчас. Да, сейчас. О, ничего себе. Это я. Ребята, извините, я не читал. Нифига же. Не. Добрый вечер. Александр Арендаш. Добрый вечер. Саша, не занимаюсь вообще на пневмогруше. Хочу тебе сказать, что я это, хочу сделать. Ну, когда я куда в зал не ходил, это какой-то прикол. Я или к ней не доходил, или начинали спарринги, или же менял, или же переезжал, либо, какие-то постоянно были. То есть я на ней не работал, меня никто даже не учил. Но я принцип понимаешь, это на тайминг. Это я, Саня, брат Александра, того твоего маленького дружка. Хорошо, ребята, добрый вечер. На тех соревнованиях, кстати, я занял 1 место, но мне нос сломали и чуть не задушили, но я вырубил ему челюсть, на тебя хорошо попал. И он упал, встал, нам дали еще 1 раунд, я его лоу-киками по ноге. Выиграл, да, молодец. Вот. Спасибо, Александр, спасибо большое. Приходите на тренировки, да, у вас брат хороший, видно, что парень умный растет и способный, вот. Спасибо вам большое за подписки, за комментарии. Bro, good evening. How are you? I'm good, fine. What's one? What's friends? Your friends? No? Okay, go. Окей. Вот. Ребята, спасибо всем за лайки, спасибо за подписки, за комментарии, за сообщения. Вот. Еще один подход. Ох, я за это самое чувствую хорошо, я вот позанимался. Так, что у нас? У нас получается сейчас еще один подход, ребята, я сделаю. Еще один подход на бицепсы, на трицепс. И будет упражнение специальное для, я уже говорил, для стабилизации мышц, да, специальное упражнение. Вот мы будем, то есть для стабилизаторов мышц мы будем стоять на руках, я буду, да, сколько там, 15 секунд, потом больше, то есть чтобы в конце уже забить окончательно все, что я делал, вот, окончательно забить мышцы, но это конкретно на стабилизаторы, ты просто стоишь на руках. И, кстати, ребята, это упражнение, вот пока там все слушают, да, это упражнение, оно полезно даже для дыхания, нельзя больше глубоко вдыхать, надо делать четкие маленькие вдохи, очень полезно для дыхания это упражнение. Вот. Опять что-то с эфиром. Вот, ребята, упражнение это полезно, да, для стабилизаторов мышц.
Вот. Полезно для дыхания, полезно для оттока крови, да, кровь лучше функционирует, в мозг лучше начинает идти. Вот. Для психики даже полезно, да, ты работаешь, вот кто ребята про ментальную там часть спрашивал, как работать там, да, если там проиграл, либо еще что-то. Вот это упражнение, да, стоять на руках. Просто почему много, да, во всех видах спорта таких, да, в борьбе, в боксе ходят ребята на руках. Вот, а это очень полезно. Но я буду делать сегодня стойку просто на руках, ногами буду держаться за стенку, вот. Ну, ногами упрусь. Вот, это упражнение, оно очень полезно, как оказалось, да. Ну, в смысле, я его делал, я и отжимания делал на плечи, да, всегда таким образом. И вот эту стойку я делал, в принципе, на протяжении тоже много долгого времени, вот. И она очень полезна, да. Но у кого давление, нежелательно долго стоять вверх ногами. Вот, а так это и для дыхания, и для потока крови в головной мозг, вот. И для разгрузки позвоночника, кстати, тоже, да, снимаешь нагрузку с позвоночника, то есть для укрепления торса, ну, в общем, там одни плюса, да, вот, будем его делать сейчас после при четвертого суперсета. Фух, привет, привет, ребята, всем привет. Вот, спасибо за лайки. Вот, это суперсет на бицепсы, на трицепс, уже 4-й подход. Вот, сейчас уже заканчиваем. Фух. Фух. Все, ребята, с гантелями на сегодня все. Вот, слава Господу Богу за силы, за вот, что были, это все сделать, показать вам, может, кто возьмет себе на вооружение. Вот, суперсеты, вот, выполнение, да, силовые для удара, для силы удара. Саша, ага. Ну да, это ж трицепс, бицепс, это ж идет сразу нагрузка и сюда, и сюда. Вот. Но я стараюсь быстро все равно делать, да, чтобы не было, вот, чтобы руки прямые были. Не вот такие, а вот такие. Вот. Да, это хороший суперсет, я его все время делаю. Вот, ребята, я сейчас буду делать эту стойку на руках. Вот, потом еще шея. Ну, короче, больше 2 часов тренировка сегодня получится. Ну, потому что силовых давно не было. Да, суперсет, шаман, это суперсет, трицепс-бицепс. Вот, стараться 15 секунд отдых. Ну, можно 30, но я делаю 15, чтобы конкретно. Знаешь, потому что раз в неделю это делаешь, и бывает не каждую неделю, бывает раз в 2 недели делаю. Вот. Да, сейчас буду делать после стойки на руках, буду делать еще шею, брат. Вот, один подход. Ну, так 90 килограмм, Саша. А у меня вот такое пузо было вообще. Я приехал
Я приехал с Грузии, у меня 99 килограмм было. У меня вот такое пузо было. Ну, вот такое где-то. Так не, ну, конечно, я же тренируюсь, брат, ты шо? Еще не хватало, чтобы становилось у меня это, пузо больше. Спасибо, Сань. Ну, скинул, конечно, 9 килограмм. О, Саман уже там смотрит шашлыки, уже хочет с меня жарить. Саман глянул на это, да, как это, окорока называется, или что это такое? Окорок, да, хороший, так пошел бы, там белка много. Короче, я гоню, меня накрыло, все, после суперсетов, короче, меня разорвало, пипец. Так, надо, пацаны, я пошел становиться вверх ногами, пока не оторвала кукушка, пока не улетела. Я пошел переворачиваться, потому что, ну, надо срочно перевернуться мне на 15 секунд. Вот, дело, ну, чуть-чуть полегче стало, но не намного. Вот. Ну, это как добивка уже, ребята, уже как добивка, да, идет. Уже все, осталось только у меня, только мостик, шея и все. Вот. Ну, там я еще планировал баскетбол, может, побегаю, да, потому что завтра выходной. И вот завтра, наверное, на велике не поеду, сейчас побегаю чуть-чуть в баскет. Да нет, брат, да что радоваться, ну, я тебе скажу, не всегда легко. Я же себя очень сильно урезаю в еде, бывает, брат. Ну, то есть постоянно надо контролировать питание. А у тех, у кого быстрый обмен веществ, да, метаболизм, ну, у кого кто сколько может что угодно есть в любых количествах, любые газировки, любое пиво, любые... И ничего абсолютно, понимаешь? А я, если поем 3 дня, вот сейчас 2 дня не позанимаюсь и 3 дня нормально поем, у меня будет плюс 4 килограмма. Вот сейчас у меня, я держу сейчас 91, да, потому что мне нельзя больше. Ну, я иногда могу кусочек шоколадки съесть, там что-то себе позволить, пол-ложечки сахара, ну, это раз там в 2 дня. Вот. Ну, а шоколадку за 3 дня я с кофем съедаю, одну шоколадку за 3 дня, да, там по 2 дольки. Вот. Ну, это перед тренировкой там за час я с гуарану добавляю. У меня там есть, я рассказываю с кофем, как я пью, вот это мой этот. Поэтому, ну, я тебе скажу, да, ну вот это ж я про... Поэтому метаболизм, Саша, у них повышенный. А у меня замедленный, у меня еда валяется. То есть я вот сейчас поел в 3 часа дня, да, у меня еще она не переварилась, а у них за час переваривается. Вот, ну как бы уже да, но еще не так. Вот. Поэтому я когда скидываю шаман, у меня серьезные, ну, я, то есть не ем, бывает, вообще там после 6, то есть период какой-то, да, то есть, ну, надо, короче, мне, чтобы скинуть, надо предпринимать не только тут по 2 часа, да, фигачить. Да нет, а все там набирается. Если метаболизм хороший, все набирается, зато набирается там, где надо. Тут, если человек склонен... То есть везде свои плюса, понимаешь? У тех, у кого метаболизм замедленный, ты наберешь сантиметр бицепса и, блин, 20 сантиметров талии, понимаешь? А там конкретно человеку надо, он то и набирает сразу. А тоже свои плюса, свои минуса. Вот. То есть, ну, в таком плане. Допустим, у тех, у кого повышенный метаболизм, тем зато кушать больше хочется, чем нам. У кого замедленный или средний, да. Я, допустим, могу раз в день покушать. Ну, реально, раз в день. Там перекусы какие-то делать. Вот, бегать, да, шаман, бегать. Ну, так, ладно, пойду еще один подход, ребята, сделаю.
Ну, вот как заминочная, я вам скажу, хорошая. Я долго не получилось у меня постоять. Но как для заминки нормально, я так добил плечи, вот, руки почувствовал, да, стабилизаторы конкретно включились. Да, Саша, не, ну можно. Ну, у меня, понимаешь, в чем плюс, что у меня там пресс есть, нормальный пресс, да, оно сверху обрастает. Вот, поэтому я уже примерно каждый год одно и то же, я знаю. Я могу сейчас убрать вообще, но я не хочу, зачем. Ну, мне нормально 91, может быть, еще 2 килограмма скину, может быть. То есть я до полного, потому что когда начинаю полностью палить, у меня как это изнеможение уже получается, понял? У меня такой организм, чуть-чуть его всегда есть, чуть-чуть жира всегда есть. То есть это такая, ну, как бы, ну, если мне надо будет, а зачем мне надо? Ну, у меня 90, сейчас приду домой, будет 90, 200, 90, 300. Ну, то есть, понял? Ну, как бы, мне это не нужно вообще. Я, если ничего не делаю, я до сотки набираю обычно. Вот. Не договорил, ребят. Питание, Саша, конечно, я без питания ничего не могу сделать вообще. Питание, убирай все сладкое, убирай фрукты, убирай овощи. Ну, в смысле, не полностью убирай, уменьшай в 2 раза минимум фрукты и овощи. Вот. Меньше жирного мяса. Вот. Ну, у тебя, походу, я так понимаю, телосложение, вот, организм такой же, как у меня, да? Мезоморфами. Это мезоморф называется. Владимир. Это опечатка, наверное, брат, шаман. Ой. Та умею, я сам живу, от жінки нема, як буде жінка. Та й то були жінки, так вони не вміють, не готові. Зараз таких жінки, що треба искать. А искать не хочу, времени нет, попадется, женюсь. Нет, пока сам себе, да, готовлю, брат. Вот. Короче. Готовить не хотят, что они хотят сейчас, я не знаю. Что у них там в головах, короче. Вот. Или, может, еще не нашлась. Хочется, да, иногда прийти, чтобы там готово было. А так сейчас, да, буду брать что-то готовить. Супы варю, мясо, рыбу жарю. Конечно, готовлю. А что мне остается делать? Конечно, шаман. Все умею. Вот шея, ребята, шея. Еще делаем шею. Походу себе натер кадык. Да все такие были, Саша. У меня 112 было килограмм. Вот. Да, раньше что-то, знаешь, привили вот, в средствах массовых информации, да, что надо быть, много кушать, быть, чтобы ты еду покупал. Ты ж если большой, тебе надо много кушать. Это все маркетинг. О, ни хрена себе! 127. Вот, брат, ну ты был вообще огромный, я представляю. У меня 112 было, я не мог сам шнурки завязывать. Да, ну как бы мог, но если мне могли завязать, то я позволял это делать. Я не знаю, 127. Я не помню, какой у тебя, брат, рост. У тебя метр 85, по-моему, да? Ой.
Фух, так усердно шею делал, что себе что-то порезал, короче. Чи подрал, не помню. Да пофиг, завтра выходной. 186, ну я ж помню, что 186, 185. Ну, а у меня 181 или 182, может уже и 180, я не знаю даже, короче. Ну, чуть было больше 180. Так, ну, 185 еще ладно. Но у меня, представь, 112. Я, может, когда-то фотки там выложу. Там вообще такой пупс именно был конкретный. Но я тренил жестко. Мне тренера говорили, пипец, ты какой-то вообще невменяемый. В 80, в 70 хуже двигались на ногах, чем я. Но я в маятнике в основном работал, да. Вот. Ну, как бы на челночке мало двигался, но был подвижный. Я не стоял вообще на месте, да, постоянно. Меня носило жестко. И всегда у меня левый жеп, да, как у Тайсона. Всегда залетал коротенький, бам, и все. Я вот это левым отправлял спать. Правым вообще я не, ну, правым бить нельзя было. Я бил, ну, короче, не буду сейчас это в подробности вдаваться, но правой бить нельзя было людей. А 127 я вообще не представляю, брат. Это ж вообще шкаф в натуре. Ну вот видишь, как нас всех чесали жестко, да? А что надо? Протеины покупать, там, кушать хорошо. Надо входить в магазин в день по 2 раза. Чтобы такую массу держать, надо, блин, хавать, наверное, 7 раз в день, я не знаю. Ну, я бывало по 5 ел, да, когда больше 100 было. Ты представляешь, как нас, да, всех... У меня, походу, сел этот самый. Вот, у меня, походу, сели, пацаны, этот самый, как его, наушники. Вот, я сейчас... Ну, я их отключу, они не нужны, я думаю, никому. Слышно ж меня нормально. Да у меня тоже, брат, я тоже круг, ну, я понимаю, я выкупаю. Да, я знаю, я тоже такой, ну, не маленький был. Ну, не знаю, мне нравилось, может, тогда. Ну, я тебе говорю, это маркетинговый... Ну, это маркетинговый ход, я тебе говорю, нас всех нахлобучили. Нахрен тот вес, кому он нахрен нужен вообще? Ну, в супертяже максимум, ну, 105. Это максимум, это, ну, при нашем росте, да. Понятно, там, если у чувака 2 метра, то понятно, что... Ну, а так, я очень довольный, что я рано раздуплился. Ну, я в 33 года начал сбрасывать, 34 где-то. У меня уже 105 было. 35 или в 36 у меня уже было 87 или 88 килограмм, прикинь, я скинул нормально. Вот, но я конкретно, у меня были такие месяца, я сушился летом, вот это бананово-арбузные диеты. Вот, я бывало неделю, 2 яблочные. Ну, короче, не ел месяцами бывало. Потому что я очень хотел, потому что у меня сильная нагрузка на ноги, на суставы, я ее чувствовал. Когда перестал сильно так заниматься, вот, ну, интенсивно, да, сразу это сразу проявились колени, локти, сразу. Ну, нормально, результат есть, Саша, потихоньку. Вот. Сделал 50 раз только что обратным мостиком. Туда, назад.
задним мостиком полтинник лупанул. Вот дорвался, я недели 2 не делал мостик. Ну, в общем, наверное, под 200 повторений передний и задний сделал. На шею только. Ну и разминку еще, помнишь, что шея руками? Тоже, ну 200 повторений на шею сделал только. Спасибо, брат. Ну, так раз я так всегда и тренировался. Но я сейчас, ты знаешь, я не скажу, что я себя хуже или лучше чувствую. В каждом возрасте, мне кажется, в каждом возрасте какие-то свои плюса есть. Сейчас больше взвешеннее, больше техничнее, да, становишься в 40. Вот я за себя сейчас, да, говорю. Серьезнее относишься, больше прорабатываешь, продумываешь, да, и технику, потому что... А когда молодой был, так, сегодня бой с теми, пошел там, что-то там делал, что делал, кто его знает. Ну, делал, 100% делал много. Вот, сейчас уже больше, да, анализируешь. Саш, слава богу, ну, я не знаю, я нормально, наверное, бывает, да, брат, бывает уже, значит, ну, я чувствую надо, да, но я это считаю как это нормальный, ну, нормальный эффект, как бы, что мне там плохо или тошнит, или что, такого нет. Но бывает, ну, нагрузка, то ли, может, чуть-чуть давление я слышу, да, там, или, ну, я думаю, это нормально. Пусть лучше у меня давление поднимается от тренировок, чем от алкоголя или там еще от какой-то хрени, не дай бог. Вот. А, брат. Все супер. Тренировка прошла, огонь. Вообще меня так колпашит классно после треши. Класс. Тренировка супер. Всем спасибо, ребята. Кто пришел, кто поддерживал. Вот, надеюсь, кому-то пригодится то, что я показывал сегодня, рассказывал. Вот. У меня такое бывает, Саня, вот сейчас позанимался, вот было такое. Прихожу домой, поел, там что-то посмотрел телевизор, погулял. И мне хочется еще тренироваться, прикинь, я тебе отвечаю, это вообще какой-то прикол. Я там звоню или друзьям, или там, ну, с кем-то сейчас говорю, да это пипец, еще какой-то трэш. Ну вот сейчас я 2 часа отколпашил, 2 часа, сейчас еще баскетбол буду бегать. Хотел бадминтон, но никого нету. И вот такие подобные тренировки, я прихожу домой, у меня часа через полтора, через 2 появляются силы еще, да. Ну, короче, слава Господу Богу за все, да, Всевышнему, вот, за то, что вот так. Поэтому стараюсь вот что-то передать, да, то, что знаю. Может быть, от образа жизни, от моего, да, как я делаю упражнения. Не знаю, брат, наверное, возможно. Ну, и еще ж, ну, как бы я, да, вот и веду сейчас эфиры и сделал блог, потому что я вижу результат, да, по своим вот этим комплексам, по своим тренировкам. Подход, наверное, тоже ж какой-то, да, свой уже выработался, да, и к спорту, и к тренировкам, да, как-то, значит, в правильном направлении делаю и думаю, то есть поэтому решил вот это тоже сейчас вести. А что если я всю жизнь прозанимался, да, у меня 1000 тренировок, брат, 1000, и у меня были такие недели, я не хочу сейчас вспоминать подробности, ну, в месяц до 40, может быть, больше, я точно не помню, до 40 100%, а может быть больше тренировок. Не таких, да, что там полчаса, а тренировок конкретных. Ты понял, да? Вот, поэтому... Вот, поэтому, брат, стараемся, да, что-то тоже молодому поколению передать, вот. Потому что тоже зависит много от знаний, да, ты ж много прорабатываешь, много чего делаешь. Правильно делаешь. Спорт же, физкультура, она ж нас держит в тонусе в определенном. Почему я и пропагандирую, почему я веду блог о здоровье, эфир. Потому что я вижу результат, я знаю, что спорт это полезно, это хорошо. Правильно, если тренироваться, правильно питаться. Поэтому всех приглашаю, ребята, приходите на тренировки. Все, Саш, ребята, всем спасибо, кто приходил. Я сейчас 5 минут, матрас остынет. Хорошо, Саш, брат, спасибо большое. Спасибо всем, ребятки, кто пришел. Очень,
Очень благодарен вам за помощь, за то, что приходите, за то, что общаетесь в чатах, да, приходите. Всем здоровья, всем успехов, хороших тренировок, успехов в жизни, чтобы все получалось, ребятки. Давайте завтра, если нет, то в понедельник, во вторник увидимся. Все, всем хороших выходных.